Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно. Лев Толстой. Слова являются способом взаимодействия с миром. Они соединяют видимый и невидимый мир. Это магический инструмент, доступный человеку. Проникая в осязаемую действительность, слова несут в себе неосязаемые идеи, которые имеют огромное влияние на нашу жизнь. Поэтому слова – это реальная сила, меняющая окружающий мир. Обычно люди недооценивают силу слов и небрежно относятся к тому, что говорят. Умение ясно выражать свои мысли и верно употреблять слова способно сделать жизнь любого человека счастливой. Нужно лишь научиться видеть живую силу слов и знать, как с ней взаимодействовать. Тогда она сможет изменить жизнь к лучшему. Но что же нужно говорить, чтобы стать счастливее и богаче? И как правильно подбирать слова, которые принесут здоровье, радость и благополучие? В этом видео мы расскажем, как изменить свою жизнь с помощью слов. Словами мы описываем мир и влияем на его изменения. Говоря определенным образом, мы начинаем воспринимать мир в соответствии с тем, о чем говорим, и согласно нашему описанию мира. Так, каждый из нас строит реальность вокруг себя, о которой говорит каждый день. Вне зависимости от нашей веры, слова влияют на нашу жизнь. Являясь звуковой волной, заданной частотой, слова заставляют вибрировать все вокруг в соответствии с вибрациями нашей внутренней природы. Древние учения говорят, что человек – это бессмертный дух, который воплотился в физическое тело и является его высшим «я». Высшее «я» наделяет человека силой жить и созидать в физическом мире. Когда вы говорите голосом духа, физический мир меняется согласно его воле и превращается в божественный сад, наполняя вашу жизнь красотой и великолепием. Но если вы говорите беспорядочно и необдуманно, то ваша жизнь может потерять смысл, стать тяжелой и пустой. Вокруг вас образуется мир, в котором вам жить плохо и неуютно. Посмотрим на вопрос силы слов с научной точки зрения. Ученый-психиатр Карл Густав Юнг сказал однажды: «Я не то, что со мной случилось, я то, чем я решил стать». Согласно Карлу Юнгу, сила нашего намерения, заключенная в слова, не зависит от того, в какой жизненной ситуации мы оказались. Эта сила зависит от того, кем мы ощущаем себя в данный момент времени. Карл Юнг говорил, что подсознание имеет прямое влияние на нашу жизнь и наше поведение. То, как мы на самом деле себя чувствуем и ощущаем, находится в подсознании, которое говорит с нами посредством чувств. Мы облекаем эти чувства в слова. Неважно, что происходит в нашей жизни сейчас, важно, какие чувства мы вкладываем в свои слова и какую вибрацию эти слова несут в мир. Через слова ваше подсознание меняет действительность, в которой вы живете, в соответствии с ощущениями себя, заложенными в подсознание. Вы можете сказать, что я хочу быть счастливым и постоянно говорю об этом, но почему-то счастливым не становлюсь. Слова, наполненные чувствами, начнут изменения в вашей жизни, если вы верите в то, что говорите. Именно вера наделяет слова настоящей силой изменений. Проявление веры в жизни человека – это искренность. Говорите искренне и верьте в то, что говорите. Вместо фразы «я хочу быть счастливым» говорите со всей искренностью и верой «я чувствую, что я счастлив». Так за вашими словами будет стоять реальная сила, которая изменит не только вашу жизнь, но и мир вокруг вас в соответствии с тем, что вы чувствуете и во что верите. Древние мудрецы говорили, что через чувства человек получает опыт. Вера зарождается в вашем разуме, чувства рождаются в вашей душе. Соединив разум и душу, вы сможете говорить с чувствами и верой в свои слова. Так вы станете полноправным хозяином своей жизни. Ваши слова будут выражать волю вашего духа, вашего высшего «я», в чьих силах менять вашу жизнь и мир вокруг вас. Давайте рассмотрим на нескольких примерах, как слова способны влиять на вашу жизнь. Взаимодействие с самим собой. Жалуясь на мир и на себя, вы разрушаете свою жизнь. Осознайте, что жалоба возникает из вашего чувства жалости к себе. Вы готовы обвинить всех и все на свете, вместо того, чтобы начать что-то менять в действительности. Своими жалобами вы концентрируетесь на ощущении своей беспомощности и немощности. Вы становитесь слабыми и несчастными. Фокусируйтесь на своих возможностях. Слова способны выразить вашу волю к изменениям. Замените фразу «мне это не нравится» на «я могу на это повлиять и изменить ситуацию к лучшему». Так вы заявляете миру и себе,
что вы хозяин вашей судьбы и что вы способны справиться с тем, что происходит в жизни в данный момент. Как бы сложно ни было, не концентрируйтесь на проблеме. Через слова, наполненные искренним желанием менять ситуацию, к вам придет сила, которая защитит вас и поможет двигаться навстречу вашей судьбе. Романтические отношения. Зачастую в парах люди говорят обидные и грубые слова друг другу. Слова причиняют боль, сбивают жизненные ориентиры и делают бессмысленной совместную жизнь. Слушая жестокости, человек начинает верить в то, что он слаб и немощен. Он ожесточается сам, и его сердце наполняется злобой. Вместо этого необходимо друг другу говорить слова поддержки и понимания, наполняя их силой вашей божественной сути. Говоря со своим спутником, обращайтесь со словами полными любви к его или к ее высшему «я», не обращая внимания на внешний образ партнера. Говорите с ней или с ним о силе и возможностях, о чистоте и честности, о внутреннем и внешнем богатстве, о светлых и теплых чувствах и взаимопонимании. Будьте поддержкой и открыто заявляйте об этом. Вместо «я надеюсь, у тебя получится» говорите «я верю, что у тебя получится, потому что я чувствую силу в тебе, и я всегда рядом и готов помочь». Так вы обратитесь напрямую к божественной сути вашего партнера через свое высшее «я». Вслед за этим в ваши отношения придет сила сплочения и созидания, и вы станете по-настоящему счастливыми. Отношения с детьми. Не забывайте, что для своих детей вы целый мир. Сами дети могут не осознавать этого, но они всегда копируют поведение родителей и повторяют слова окружающих их взрослых. Поэтому чрезвычайно важно говорить с детьми с теплотой и уважением. Помните, что мир – это тайна. Постарайтесь не дать забыть ребенку о волшебстве окружающего мира. Читайте детям добрые сказки, объясняя их смысл простыми словами. Говорите детям о чудесах, разжигайте их интерес познавать и созидать. Говорите им о добре и о том, что мир безграничен и полон загадок. Чаще рассказывайте ребенку, что он един со всей природой и со всем, что существует на нашей планете. Дети должны знать, что наша планета живая. Тогда они смогут понять, почему ее нужно беречь. Вместо того, чтобы говорить «это сложно», скажите «наступит время, и ты разгадаешь эту загадку». Не говорите ребенку «ты виноват». Скажите «я очень переживаю за тебя, когда ты себя так ведешь». Так свет в божественной сути ребенка засияет еще больше. С помощью ваших добрых, искренних и чувственных слов в ребенке никогда не угаснет желание жить, как и любовь и уважение к себе и окружающим. Именно взрослые учат детей видеть мир тем или иным образом. Создайте вокруг ребенка волшебный мир и с помощью ваших слов, наполненных любовью, научите его видеть красоту глазами и чувствовать ее сердцем. Здоровье. Согласно древним учениям, человек – это бессмертная суть или дух, а его тело является временной оболочкой, чьи жизненные токи берут начало во внутренней сути человека. Дух способен изменить не только состояние физического тела человека, но и мир, где это тело существует. Верить, говорить и делать в соответствии со своей верой и словами – это путь к внутреннему и внешнему исцелению. Негативные чувства, такие как ненависть и злость, перекрывают жизненные потоки от вашей внутренней сути, и ваше тело начинает болеть. Слова, сказанные под влиянием негативных чувств, значительно ухудшают здоровье вашего тела. Чтобы быть здоровым, необходимо быть доброжелательным к себе и окружающим. Необходимо говорить о силе и здоровье, о доброте и желании жить. Вместо того, чтобы говорить «я ненавижу себя», людей, работу или что-то другое, скажите «я благодарен за то, что у меня есть все, чтобы быть здоровым и счастливым». Когда вы мыслите и говорите позитивно, вы оздоравливаете себя и мир вокруг, делая его лучше. Таким образом, ваше здоровье напрямую зависит от того, как и что вы говорите. Финансы. Помните, что деньги – это только инструмент. Деньги не должны быть целью вашей жизни, но должны служить вашей цели в жизни. Стремитесь к целям, которые будут полезны для всего общества и которые служат благу всех людей. Живое и чувствующее сердце, наполненное филантропией, научит вас выражать свои мысли четко и ясно. Именно слова помогут вам заявить о вашей воле творить на благо мира и всего человечества. Бедным человека делает неуемное желание потреблять. Богатые люди умеют созидать и творить. Вместо слов «я хочу много денег, чтобы купить эту вещь», говорите
У меня есть идея, которая сделает меня и мир богаче. Так вы привлечете в свою жизнь финансы, которые вы сможете применить на благо всем людям. Не забывайте, что слова и их сила так же вечны, как и сам человек. Любое сказанное вами слово остается в мире навсегда, влияя на других и их действия. Если вы хотите жить в счастливом и доброжелательном мире, фокусируйте свое внимание на прекрасных проявлениях человека, на творчестве, созидании и доброте. Верьте в позитивные изменения сами и вдохновляйте на эти изменения окружающих людей. Слова, наполненные искренним желанием, заботой, бережным отношением к миру, позволяют строить наш общий уютный дом. Гермес Трисмегист говорил: «Человек – смертный бог, а небесный бог – бессмертный человек». Согласно словам этого мудреца древности, каждый человек является богом, воплощенным на земле. Внутри вас находится могущественная сила вашей вечной сути, которая с помощью вашего тела, разума и слов взаимодействует с миром. Так в мире устанавливается божественный закон эволюции, основой для которого служит единое благо для всего человечества. Если вы говорите плохо о мире и жалуетесь на него, он становится таким, ибо это воля вашей сути. Благо в мире уменьшается. Из-за этого становится хуже и вам, и всем окружающим. Если вы говорите плохо о себе, то этим делаете себя слабым и беспомощным. Сила уходит из вашей жизни, и вы становитесь несчастливыми. Чтобы избежать жалоб на мир и судьбу, пробудите вашу внутреннюю бессмертную суть. После этого вы ощутите легкость, свободу и любовь, которыми она одарит вашу жизнь. Так, ваша жизнь наполнится знанием о бессмертии. В бессмертии вы станете Богом. Быть Богом значит нести ответственность за свои слова. Говорите как Бог и живите как Бог, потому что это ваша судьба, потому что вы и есть Бог. Слова меняют мир, который является отражением мыслей и слов всех живущих на земле людей. Сказанные вами слова влияют на вашу жизнь и жизнь человечества. Говоря правильно, вы можете стать сильнее, улучшить взаимоотношения с близкими и любимыми людьми, воспитать счастливых детей, а также поправить ваше здоровье и благосостояние. Фокусируйте свое внимание на позитивных изменениях в мире и говорите об этих изменениях другим. Так вы сможете влиять на скорость этих изменений, делая мир лучше и приветливее изо дня в день. Благодаря словам вы внедряете в мир неосязаемые идеи, которые являются проявлением воли вашей бессмертной сути. Таким образом происходит магический акт. Посредством слов вы связываете проявленный мир с непроявленным. Выражая словами волю вашей внутренней вечной сути, вы превращаете окружающий мир в божественный райский сад, где находится ваш настоящий вечный дом. С помощью слов вы влияете на свою жизнь и свою судьбу. Слова – это инструмент, подаренный вам бесконечностью, чтобы обожествить окружающее.